Пока погода радует самым теплым сентябрем, решил, что надо захватить последнее солнышко и рассказать вам о фильтрах для объектива, которыми я пользуюсь. Тем более, что сами вы об этом просили в телеграм-канале, да и я, в общем, тоже давно обещал. Поэтому ставьте лайки и пишите комменты, это реально помогает поднять мотивацию и снимать почаще. Я свой повседневный набор фильтров ношу в таком вот чехле от Nomatic, если интересно. Такой можете приобрести у постоянных друзей моего канала Bag & Wallet со скидкой 10% по промокоду Kirun. Это не реклама, просто дружеское напоминание, так как вы часто спрашиваете у меня в телеге актуальный промокод. А магазин Bag & Wallet любезно нам его предоставляет. А вот поддержку ролика о фильтрах взяла на себя, конечно же, компания FreeWheel, за что им заслуженное уважение и всяческие рекомендации. В описании под роликом ссылка на их официальный магазин на Алике. Для этого обзора они предоставили набор вкуснейших фильтров для Mavic 3. Мы, конечно, вряд ли сегодня полетаем в ролике, но рассказ, для чего вообще нужны фильтры, как на Mavic, так и на вашей камере, начинается прямо сейчас. В моем наборчике все фильтры под самую используемую мною линзу в путешествиях Tamron 28-75. Диаметр его резьбы под фильтр 67 мм, а диаметр резьбы вашего объектива вы можете узнать сами. Обычно он написан на кромке, либо на корешке. Я, конечно, сплоховал, закупив все фильтры диаметром 67, поскольку в процессе понял, что лучше брать фильтры большего размера, максимального даже, возможно, чтобы ставить их на любой объектив просто с помощью переходных колец. Ведь, как нетрудно догадаться, фильтр диаметром 67 мм на объектив диаметром 82 мм не поставить, а вот наоборот запросто. Так что учтите мою ошибку. Конечно, есть кинообъективы, которые сильно за гранью диаметра 82 мм. Есть фильтр диаметром и 100, и даже 150, но собрать набор из фильтров 150, во-первых, дорого, а во-вторых, для линз такого размера, я думаю, целесообразнее уже иметь компендиум. О компендиуме и фильтрах для него поговорим ближе к концу. Обратите внимание, что под видео есть тайм-коды, которые перенесут вас в любую интересующую вас часть ролика. Сообразив, что поступил я неправильно, я приобрел систему K2 от FreeWheel. Это довольно крупная такая система комбинируемых фильтров. Поддерживает объективы как раз с резьбовым диаметром до 82 мм. Этот ролик не обзор данной штуки, но я буду возвращаться к ней в каждом разделе про каждый фильтр и показывать, как тот или иной фильтр работает в системе K2, чтобы вы для себя смогли оценить, подходит вам такая система или для вас актуальнее иметь отдельные фильтры. Но так или иначе, при покупке фильтров ориентируйтесь скорее на больший размер, это вам на вырост. Сегодня будет очень много протирания разных стекляшек. Первый показываю вам циркулярный поляризационный фильтр. У меня модель от американской компании Tiffen. Фильтры этой компании в большинстве своем хороши, и их можно брать. Обозначение CPL, то есть циркулярного полярика, подразумевает также и существование нециркулярного, то есть линейного. Не углубляясь в сложности, линейный вы используете для мануальной фокусировки, а циркулярный для работы с автофокусом. Оба этих фильтра крутятся, поэтому различайте их по маркировке PL и CPL. Если кто-то из вас будет так добр, чтобы подробнее расписать разницу в комментариях, я закреплю ваш коммент под видео. Полярик — это солнечные очки для вашей оптики. Он помогает перенаправлять блики, проще говоря, убирает отраженный свет с металла, воды и стекла. А также он лучше прорисовывает облака, а значит, он классно поможет вам при съемке воды, автомобилей и людей через стекло. Например, с помощью полярика можно сделать классный кадр с капота машины, убрав блики с лобаша. Ну или, например, можете соорудить козырек, как в «Малыше на драйве». Но тут секрет наличия козырька в том, что сцена динамическая, а значит, меняется угол падения света на лобаш, и надо было бы крутить полярик, а с козырьком у тебя нет бликов, как ты ни крутани. Существуют полярики с НДшкой, но учтите, что даже обычный поляризационный фильтр съест до половины стопа экспозиции, поэтому имейте эту мысль в голове, когда возьмете с собой полярик на ночную съемку. В систему K2 от FreeWheel циркулярный поляризационный фильтр вставляется таким вот образом и крепко фиксируется магнитом. Обратите внимание, что тут возможна установка базового фильтра для комбинирования стекол. Так вот, для использования полярика тут ничего стоять не должно. А если эффекта от этого поляризационного фильтра недостаточно из-за слишком большой яркости окружения, то в комплекте поставляется и второй фильтр ND32 плюс CPL. Я решил показать поляризационный фильтр в начале не потому, что это прям самый часто используемый мною фильтр, а потому что от него напрямую зависит следующий фильтр, о котором я расскажу вам, ND-шник, он же фильтр нейтральной плотности. Им мы контролируем количество поступающего света на объектив, а надо это делать, чтобы находиться в правильной экспозиции, чтобы иметь возможность открыть диафрагму в солнечный день для более
более глубокой картинки, чтобы делать воздушные снимки там, водопадов и прибоя. Сейчас о камере, которая меня снимает, нельзя сказать, что она в замечательной экспозиции. Там и выдержка зажата, и диафрагма, восьмерка, по-моему, там ISO 80, что вообще никогда такого со мной не случается. Но прошу меня простить, потому что все фильтры, что у меня есть, они сейчас у меня тут, я вам о них рассказываю. Вот, а на камере просто висит суфлер, на который я читаю. Текст, написанный заранее, простите за это, но мне так проще, а суфлер, он не регулирует никак количество поступающего на объектив света. Есть, конечно, в данном суфлере, на который я снимаю, есть возможность поставить стекла тоже нейтрально-серые для большего затухания, но таких пока не приобретал, а вообще стоило бы. Давайте быстро вам объясню, хоть этого на YouTube и полно, но все равно никогда не угадаешь, кому может быть полезно. Я снимаю в 25 кадров, это значит, что для получения адекватного восприятия motion blur скорость затвора, в случае фотика называется выдержка, должна быть 1/50. Это вы точно все знаете, потому что если начать зажимать экспозицию выдержкой, движения в кадре будут казаться зрителю слишком механическими и резкими, как у меня сейчас. Это происходит в случае какого-то особо художественного решения, но в большинстве случаев будет не нужно и несмотрибельно. Можно зажать экспозицию диафрагмой, но картинку получите очень плоскую, GoPro-шную. У вас будет в фокусе просто все, и передний план, и задний, и смотреться такая картинка будет невкусно. К тому же я всем советую не снимать на крайних значениях диафрагмы, как и на сильно зажатой выдержке. Если у вас есть какие-то пылинки на матрице, либо на объективе, все это проявится сразу же на финальной картинке, а избавиться от этого будет ужасно тяжело. Да, держать матрицу и линзу в чистоте, конечно, тоже обязательно, но все-таки избегайте крайних значений. Опустить ISO в минимальное значение может быть хорошим вариантом, но если вы снимаете в S-Log 3, то опуститься ниже 800 ISO он вам просто не даст. Точнее, как даст, но смысла в этом мероприятии тогда будет мало, потому что у этого цветового профиля есть свои правила экспонирования. Импровизированный ликбез по треугольнику экспозиции окончен. Посмотрим на ND-шку. У меня такая вот вариативная от японской фирмы Hoya. Это хорошая фирма, но не самый лучший их фильтр. Во-первых, он зеленит чуток картинку, это значит, что цветопередача у него хромает, а также он бесконечно крутится. Вот тут вот вы видите, что после самого темного стопа есть отметка с крестиком. Это значит, что в этой позиции мы будем получать самую сраную крестообразную виньетку на изображении. Это как раз минус вариативных ND-шек, вот такой вот артефакт. Потому что вариативный ND-фильтр представляет собой не что иное, как два поляризационных фильтра, скрепленных лицевой стороной друг к другу. И в крайних значениях они начинают отсекать такое количество света, что мы получаем Х. Есть наборы постоянных ND-шек, их можно комбинировать, отсекая нужное количество света. Как в постоянных, так и в вариативных количество отсекаемого света обозначается в числе кратном количеству отсекаемых стопов экспозиции. Таким образом, ND2 уберет 1 стоп, ND4 2 стопа, ND8 3 стопа и так далее. Вот вам табличка, чтобы вы разобрались и поняли. В ней заодно можете увидеть и другой способ обозначения ND-шек в десятичных дробях оптической плотности. У моего FreeWell K2 все устроено следующим образом. В навинчиваемую систему крепления сначала вставляется базовый поляризационный фильтр для создания вариативного ND-шника. Держатся все эти фильтры на надежных магнитах. Дальше, в зависимости от яркости окружения, выбираю из двух фильтров второго слоя, соответственно, 1.5 либо 1.9. Перевернув любой из этих фильтров, можно получить полярик, только базовый фильтр тогда нужно отсюда убрать. Вот. Сейчас у меня 1.5 стопов, он также сюда магнитится и ограничивается его движение в шаге от 1 до 5. Это вот система из двух разных слоев фильтров, как я понимаю, и позволила компании FreeWell убрать вот этот вот эффект крестообразной виньетки. Давайте закрепим блок про фильтр нейтральной плотности экспериментом с двумя поляриками. Возьму полярик FreeWell, к нему лицом разверну циркулярник Tiffin, и мы наблюдаем ND-фильтр. Надписью на этой ND-шке компания FreeWell заверяет нас, что этот ND-шник не изменяет цветопередачу, то есть, видите, тут написано True Color, то есть на посте все должно быть четко, никаких отклонений. Black Promised фильтр компании Tiffin смягчает хайлайты, разглаживает кожу и создает приятную такую дымку вокруг источников света, убирая излишнюю резкость с изображения. В особенности приятно на него снимать ночные неоновые вывески и огни города.
кто давно на меня подписан и знакомы с моими работами, наверняка могут сейчас себе представить, как же я жалею, что у меня не было этого фильтра во время съемок «Пора валить в Токио». Существует Black Promised, есть и White Promised. По моим ощущениям, разница в том, что Black не задевает темные оттенки, там тени, а White немного тени размягчает. Сила эффекта тут определяется стопами. 1/8, 1/4 и 1/2. Может быть, есть и больше, но я не встречал. Чем больше знаменатель, тем меньше эффект. У меня среднячок, 1/4. В K2 Black Promise фильтр называется Glow Mist и устанавливается в такое вот окошко, которое называется K2 Island. В мой комплект поставки он не входил, и приобретал я его отдельно. Далее набор фильтров с диоптриями. О, вот эта штука удивляет моих коллег обычно, когда я им демонстрирую ее. Называется Tiffen Close-Up, 67 мм тоже. Это комплект из 3 штук с разными диоптриями. 1, 2 и 4. По сути своей, это, конечно, не фильтры, это линзы. Они не влияют на изображение, а работают как очки для чтения. На изображение не влияют, но влияют на фокусировку. Ваша линза приобретает макроэффект, вы можете гораздо ближе фокусироваться на нужных объектах, а вот сфокусироваться на бесконечность с ними не получится. И самое вкусное, что эти линзы можно комбинировать, накручивая друг на друга, тем самым получая максимальное увеличение до +7 с шагом в 1 диоптрию. Заметных аберраций при этом я не наблюдал. Может, дело в том, что линза хорошего качества, а может в том, что глаза мои плохого. А есть еще клоузап линза, в которой стоит только половина линзы. Это пригодится, если вы хотите взять фокус предмет на переднем плане и на заднем плане одновременно. Как, например, в «Криминальном чтиве» у Тарантино. Помните этот кадр? Приобретение этих линз — чистая инвестиция в мой канал, поскольку с ними я делаю всякие разные подсъемы для моих роликов. Так что конвертируйте мою трату в лайки и подписки, если вам нравится смотреть мои видео. Аналогов в системе FreeWell для диоптрических линз нету, так что это незаменимые штуковины, можно так сказать. И более того, я не совсем уверен, что с ними может работать правило «покупайте максимального размера, чтобы вешать на любые объективы». Напишите мне в комментах, кто разбирается в оптике. Теперь о том, что FreeWell прислали мне за красивые глаза. Набор фильтров для 3-го Mavic. И кроме того, что они невменяемо стильные и бомбезно красивые, важно подметить, что их комплект богаче официального DJI-евского, ну и, конечно же, дешевле. За набор из такого же количества фильтров вы отдадите DJI 40 тысяч рублей, забейте вообще. Так как крутить вариативные ND в воздухе мы не сможем, тут, конечно, придется потрудиться и выбрать подходящий фильтр заранее из постоянных. Можно на глаз, можно руководствуясь приведенной ранее табличкой. Все ND-шники в наборе с поляризацией, кроме самых жирных таймлапсовых на ND1000 и ND2000. Меняя фильтр на Mavic, я всегда боюсь скрутить ему голову, очень уж хрупкая она окажется в этот момент. Не знаю, можно ли тут придумать такую же металлическую основу с магнитными фильтрами, как в K2. Наверное, не стоит, вряд ли GPS-модулю в дроне понравится хоть сколь мощные магниты поблизости. Хотя вот это вот что такое, не магнит или? Так или иначе, настроить поляризационный фильтр перед взлетом нужно. И тут нам надо находиться под 90 градусов от Солнца. На фильтре есть отметка, в которой полярик не будет работать. По 45 градусов в каждую сторону этой отметки у нас максимальная поляризация. Если лететь прямиком к Солнцу, либо Солнце будет у тебя за спиной, поляризация работать также не будет. Ну и, наконец, давайте взглянем на компендиум. У меня очень простой SmallRig Madbox Mini под линзой диаметром 95 мм. Под линзы побольше я беру в аренду и Madbox побольше, собственно, как и сами эти линзы. Тут есть вот такое вот окошко, которое извлекается из компендиума, и в него помещается фильтр. В моем случае это прямоугольный, 4 на 5,65. У меня своих таких нет, я их беру под проект в аренду, поэтому продемонстрировать вам сейчас их, к сожалению, не могу. Однако компендиум может быть полезен и без них. Я говорю, конечно же, о вот этой верхней шторке, отсекающей ненужные нам в картинке лучи при съемке под острым углом к Солнцу. Иногда из-за отсутствия возможности прикрыться шторкой компендиума приходится мастерить вот такие вот малоприятные конструкции. А вообще Madbox'ов есть большое количество, и если у вас очень здоровая линза, смотрите по диаметру, чтобы он подошел. У Tilta, например, вот есть даже компендиум с возможностью вкручивания вариативного ND-шника и даже допы с возможностью дистанционно этот ND-шник крутить. У FreeWell недавно тоже вышел такой компендиум для линз до 82 мм, небольшой. Называется Ager Madbox. Будем надеяться, дадут посмотреть
в будущем. Я уже написал с просьбой. Существует, конечно, еще очень большое разнообразие разных фильтров с эффектами, узкоспециализированных, инфракрасных и так далее. Есть даже фильтры, устанавливающиеся прямо на матрицу вашей камеры. Я рассказал о тех, которыми пользуюсь сам. И вы расскажите мне, пожалуйста, в комментариях о том, какие фильтры предпочитаете вы. Чем комментов больше, тем круче будет ролику. Чем круче будет ролику, тем круче будет мне. Ну, не забывайте, конечно, что подписка придает мне мотивацию и, скорее всего, силу для съемки новых роликов. До встречи!